Всем привет! Сегодня утром было 44 градуса. Сейчас где-то градусов 38. Время 16:30 примерно. Решили сходить порыбачить с Евгеном. Приехал на маршрутке на восток. Не знаю, будет у нас что клевать, не будет. Уже морозы стоят неделю. Но дома скучно сидеть. Вот решили выбраться в палаточку и порыбачить. Может, хотя бы по пару крючков, может, по одному поймаем. Ну, в общем, вот такая вот погодка у нас нынче холодноватая. В прошлом году дня 3-4, наверное, постояли морозы. В этом году довольно долго стоят. Сегодня буду снимать на камеру Sony HDR AS20, которая пришла. Посмотрим, как получится видео. Вот такое местечко на востоке. Евген уже в палаточке, походу, сидит. Телефон, однако, замерзает. Начинаем нашу рыбалочку. Так, вот та самая долгожданная камера. Одеваем. И начинаем съемочку нашей рыбалочки. Включаем запись и начинаем. Прям живой будет. Муха. Потом посмотрим, что у нас получится. Летом, конечно, проще снимать. Ни шапок, ни всяких этих. Парики замерзли. Так, здесь у нас такой кембрик. Тут у нас типа переколоночки. А здесь у нас наподобие какого-то бокоплава или кого там с ножками. Да, течение есть. Наоборот, нормально. Может, кто на муху покусить? Если она там не замерзнет. Парики с чесночком, так-то запашистый. Самый сорт. Плохо то, что на камере не просматривается видео. И на телефоне тоже, это пока флешку не переставишь на телефон или к компьютеру не подцепишь. Ну так-то качество хорошее. Я вчера снимал, смотрел. Звук чистый. Ну вот я грузил потяжелее. Ну. Хочу не потяжелее не поставил. Ладно. Глубина сколько? Ну тут и глубомер не надо. Ну да, течение есть. Ну все.
Ты что? Кивок чуть-чуть поигрывает, течение все равно даже грузил, с большим грузилом. Вон как. Поэтому, ну рыба так-то должна, сейчас морозы стоят, давление и это давление стабильное уже, считай. 2 неделя пошла. Телефон замерз, канет, тупит. Чем? Мухи. Зимние мухи. Не снимать, что ли? Должны. Что вы? Ну, запись идет, на телефоне показывает, что нету записи. А телефон затормаживает, замерз. На улице нема месяца. 38 градусов. 44 утром было. Ну сейчас я не знаю сколько. На градуснике 36. Спустим камеру Калипсо, посмотреть, ходит там рыбки, не ходит. Кто-нибудь вообще, и какой рельеф дна. Ну так-то камешки вроде хорошая, так-то глубинка приличная. Да, течение есть. Так-то рыба должна заходить. Она вообще в этой ямке и стоять должна. Сейчас течением сносит. Понятно. Получается возле дна. Но пока никого не видать. Глубина 2 метра есть, наверное. Че, лед толстый? Ну да, почти на весь бур. Вот такие морозы стоят, промерз. Так, просидели мы уже где-то минут 40, а может часик. Поклевок так и не видать, прикормили творогом. Думали, может, рыба подойдет. Ну, сейчас январь, декабрь теплый был. До конца декабря непонятно. Может, рыба перепутала эти, как... Раньше же в декабре называли глухозимье вроде. В конце декабря. Сейчас январь, может, глухозимье. Вон Евген, даже у опарыши тут окуколились, мухи появились. Муху живую насадил и опарыша. Ради интереса. Но пока поклевок нет, время без 15:05. В прошлый раз у нас на второй стрелке клевала тоже где-то к заходу солнца. Может, сегодня подойдет рыба к заходу солнца. А она обычно и летом к заходу солнца подходит к берегу. Ну а зимой сейчас ее искать сложно. Будем ждать.
Может, Попозже подумаю. кто-нибудь что-нибудь клюнет. Ну а дома все равно делать нечего. Праздники. Телевизор смотреть. Фильмы праздничные. Надоели одно и то же каждый год. Рыбалочки на свежем воздухе куда лучше. Ну так-то уже подмораживает. Сегодня обещали что-то до 46. Надеюсь, в этой палатке не окочуримся с газовой плиткой. Ну так-то тепло. Руки не мерзнут, уже хорошо. Давай, стихи сохранять. Ничего. Видишь, Грузия острая, но меж камня видишь. Ну, мне тоже бывало. Муха вроде еще живая, не живая, как свеженькая. Ну, так тоже подмораживает. Ага. Слышно, что шум такой аж это. Сегодня вертолет летел, я за оградой снег убирал. Слышимость такая в мороз вообще бешеная. Прям как будто вот он летит, не знаю, прям над крышами дома такой звук. Не знаю, сейчас ВКонтакте тоже группу там создал. Рыболовную. Скидывал где-то, за шоу подписался. И там позвал подписчиков тоже с рыболовных сайтов, с этих сайтов. Чего муху не жрете свою? Туда-сюда буду видео выкидывать. Вот наш Енисей распрекрасный. Вот здесь у нас как-то нынче застыло странно. Посередине Енисея такая площадка, как хоккейное поле. Хотя вроде там течение приличное, глубина приличная. На ту сторону народ ходит. Чебанскую стоянку. Там вон кто-то лазит. Красота, что сказать, природа. Вон наш самолетик. Вот палаточка небольшая, хотя мы до этого рыбачим поболее. Печка поболее. Лед садится, сейчас только что сидели, хрустнул. Вода, видимо, падает. Вроде, как сказать, ямочка хорошая. Летом тут хорошо ловятся. Ельцы, хариус. Сейчас вот зимой непонятно, где рыбу искать. Тут она стоит и на той стороне стоит. Ну, как вчера я смотрел какую-то рыболовную эту. Старый СССРовский фильм, там говорили, что вся рыба всегда находится на противоположном берегу. И все идут рыбачить на противоположный берег, то есть на ту сторону. А здесь так только рыба ходит, которая на этом берегу. Значит, мы не там. Да. Вот. Раньше по этому старому фильму, то есть все ходили строем аж на противоположный берег и там рыбачили. Типа на этом берегу делать нечего, потому что здесь зима, лед стоит, народ всякий ходит, шугает, пугает. Фонарик тупит. Ну, время 15 минут 6, так и поклевок у нас не было. Придется завтра идти на противоположный берег. По-моему, там. На Куневку, на ту сторону. И пробовать, может, сначала. Ну, так-то там в этом году ельца много было. Может, елец будет ловиться. И потом его вечером на на стуколку и на лима попробовать постучать. Сейчас как раз январь. У налима начинается этот
Икромет. Не икромет, а сношаться начинает. Гон. Или как назвать это? Спаривание. Да. И вот в это время в январе налим должен хорошо брать. И ловить его надо на противоположном берегу. Потому что постоянно там, в районе Окуневки, на той стороне, ставят эти палки. Ну ладно, посидим еще сколько, не знаю, может что клюнет, часов до 6. Наверное. Если поклевок не будет, то точно. Искать ее надо на противоположном берегу. Так, время 5:30. Поклевок, пока тишина. Что-то вроде пыталась у Евгена там поклевка, то ли течением стащила, непонятно. Хотя на месте стоял. Не дергало до этого. Тук-тук-тук-тук прям. Как всяко там ничего нет. Так, время 5:30. Не знаю, еще полчасика посидим, будет, не будет, что может это. Да. Сейчас смотри, к тебе подойдет. Да хрен его знает. Что-то же дрюкнуло прям. Течение, оно давно было, наверное. Стащила тут тишина. Дергала цукорку еще. Ну, в общем, просидели мы до 6 часов. Поклевки так у нас и не произошло. Я не знаю, где рыбу искать. Походу, как в старом русском видео сказано, вся рыба находится по ту сторону берега. Значит, туда надо идти. А мы постоянно эта сторона. Ну, где ближе, там и рыбачим, потому что холодно сейчас ходить. Хорошо Туда там, или где туда нас иду. нет. Да, хорошо там, где нас нет. Завтра попробуем сходить на ту сторону. Что получится, сказать нельзя. В Кохеме, ближнем, на Окуневку. Не туда, куда обычно ходим, а на ту сторону. Лед вроде хорошо промерз. Надеемся, промоин нету. Сходим туда. Сейчас январь, должен налимчик активироваться. Может, налимчика поймаем. Может, ельцов наловим. Хотя в этом году летом там ельцы хорошо брали. Что-нибудь, может, да наловим. Ладно, всем спасибо, пока.